Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня на моем канале хобби-обзор на раскраску архитектуры большого города. Вообще последнее время я как-то потеряла интерес к раскраскам, ну не к раскрашиванию, а именно к раскраскам, потому что, ну честно, вот что иностранные здания, что российские, я смотрю и понимаю, что мне там, ну, в основном не хочется покупать. И бывает, даже приходишь в магазин и, ну, смотришь и понимаешь, что как-то вот, допустим, ну, не хочется покупать, знаете, раскраску из одной-двух иллюстраций. А вот эту у Оксаны увидела. Ссылка на канал Оксаны, всегда не забывайте в конечной заставке, проходите, смотрите. И она так ее полистала, мне очень понравилось, и я решила, что тоже ее себе хочу. И Book24 на день рождения подарили мне бонус, и я решила, что вот как раз отличный повод приобрести раскраску. Давайте ее полистаем. Ну, по традиции скажу, что обзоры на нее уже есть, но я хочу, чтобы на моем канале тоже такой обзор был. Анна Остин. Ну и приступим. Формат стандартный, издательство АСТ. Ну и, соответственно, бумага обычная, белая, гладкая, такая средненькая. Чем мне понравилось? Я, конечно, архитектуру не умею раскрашивать, и стараюсь, вот даже у меня несколько раскрасок с Петербургом есть, и я как-то не раскрашиваю, потому что в нескольких, которые как путеводители, меня не устраивает, что задан цвет. Это как бы уже получается не очень хорошо. Например, «Белые ночи», которая раскраска, там где-то бывает детальная прорисовка, а где-то вообще даже деревья, знаете, только очертания. И как это раскрашивать, совершенно непонятно. Там надо дорисовывать и прочее. Вот. А здесь мне понравилось тем, что прорисовка детальная. Скажу честно, что, наверное, неделю назад, наверное, а то, может, чуть побольше, полторы даже, как я приобрела ее, снимаю только сейчас, а выложу где-то, наверное, через неделю. По крайней мере, имеется в виду такой полноценный обзор. До этого я выложу коротенький ролик, скорее всего. Ну и на Дзене он будет еще чуть попозже. Вот. А здесь все-таки детальная прорисовка, можно будет и сухой пастелью, и акварелью, и карандашами, и как хочешь. И, в принципе, ну, должно получиться как-то смотрибельно, я на это надеюсь. Я думала, что когда у меня эта раскраска появится, я прям сразу начну ее, но какие-то и другие дела, я не знаю, почему-то она так лежала и лежала у меня. Безусловно, я ее в ближайшее время начну, но я не знаю, это будет как бы в этом месяце или будет в следующем месяце. Уже на апрель я это все оставлю, посмотрим. Жаль, конечно, что не подписано, где что изображено, потому что, безусловно, какая-то архитектура знакома, а какая-то нет, и хотелось бы уточнений, раз уж здесь детальная прорисовка, то хотелось бы, знаете, как-то большей точности. Тем более, в принципе, например, дервенты у меня есть с такими вот оттенками, которые подходят для архитектуры. В принципе, и акварель тоже присутствует, поэтому вот хотелось бы. Вот что-то подобное мне нравится. Вот здесь прям, ну, вообще классно. Такая прорисовка здесь, и видите, и темная, и белая, и серая. Но даже здесь присутствует вот такое вот дерево. Ну, вот я не совсем понимаю иллюстратора. Неужели нельзя было полноценно как бы сделать? Может быть, конечно, в этом есть какая-то идея, но опять же, нам же об этом не рассказывается, правда?
Так-то, конечно, очень здорово. В основном здесь такие иллюстрации, которые хочется раскрашивать. Не скажу, что я буду здесь прям все раскрашивать, и не скажу, что даже каждый месяц, но так или иначе я рада, что она у меня появилась, и вообще из того, что сейчас представлено в магазинах, это то немногое, что я хотела бы у себя иметь. Я вам даже скажу больше, я посмотрела и на торренте, еще где-то для скачивания раскраски. Ну, я, конечно, это не поддерживаю особо, но тем не менее. Мне вот пару раз это помогло с выбором, хотя я и покупала PDF-ки тоже. Вот. И вы знаете, ничего не захотелось. То есть я скачала для себя пару каких-то иностранных раскрасок 80-х, что ли, годов, чуть ли не 70-х. Но я не буду их печатать полностью. То есть, дай бог, там будет одна-две иллюстрации, и то не факт. А, например, Creative Heaven я скачала прям целый сет, но большую часть удалила. Там, я не знаю, штук, может, 10, а то и больше было разных раскрасок, но там, видимо, автор подбирал же по своему вкусу всякие узоры и тому подобное. В общем, мне не понравилось, поэтому я там буквально оставила парочку раскрасок, но тоже я их не буду печатать все. Может, когда-то парочку распечатаю иллюстрации, но я прям на 100% даже не уверена. Ну, просто, да, уже их достаточно много, и поэтому как-то начинаешь более придирчиво к этому относиться, потому что чисто ради коллекции я не хочу приобретать, но я никого не осуждаю, кто это делает, потому что нужно делать так, как нравится. Тем более наше хобби довольно безобидное, никому плохо не делает, соответственно, если кто-то собирает коллекцию, так это здорово. В конце концов, раскраски не обязательно раскрашивать, их можно просто полистать и получить уже от этого. Согласитесь, огромное удовольствие. Вот. Мне вот сейчас еще начислили бонусы, и, честно говоря, я не знаю, буду я что-то заказывать или нет. Ну, нет, жалко, конечно, если они пропадут. Ну, вот пока у меня такая дилемма, потому что вот из раскрасок такого формата еще вот вроде бы и про космос мне тема нравится. С другой стороны, я листала эту раскраску, и по факту полезных иллюстраций, ну, лично для меня, на мой вкус, не так-то много, поэтому не знаю. Может быть, возьму какую-нибудь в Читай-городе. Не знаю, акрил, может быть, возьму. Возможно. Но тоже не точно. Вот такой вот был обзор. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. У меня также есть канал на Яндекс.Дзен. В принципе, если вы хотите меня поддержать, то подпишитесь на него. Это будет большая поддержка от вас, которая вам, в общем-то, ничего не будет стоить. А мне очень-очень поможет. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных и раскрашивательных, и вообще творческих вечеров. И до скорой встречи. Всем пока-пока.